Привет, это Оля, и сегодня я хотела бы поговорить о влиянии социальных сетей на нашу жизнь. Для большинства из нас социальные сети уже стали неотъемлемой частью жизни. Мы проводим в них много времени, зачастую намного больше, чем хотелось бы, и уже не представляем и нескольких дней без просматривания ленты новостей или выкладывания своих. Но задумывались ли вы, насколько негативно социальные сети влияют на нашу самооценку и уверенность в себе? Ведь со стороны чужая жизнь очень легко может показаться идеальной, и мы никогда не знаем, да и не узнаем, что за этим стоит. Но будем верить, что кто-то может всегда идеально выглядеть, иметь идеальную карьеру и идеальные отношения, или дни напролет проводить на шикарных курортах и в ресторанах. И если это еще и совпадает с не самым удачным днем или неделей в нашей жизни, то может начать казаться, как будто все чего-то добились, а ты нет. И что же теперь делать? Отказываться от использования социальных сетей вовсе? Конечно, нет. Хотя в том, чтобы проводить в них меньше времени, есть значительная доля разумного. Но сегодня я хочу поговорить не об этом и предлагаю посмотреть на ситуацию с другой стороны. Первое, что мы можем сделать, это осознать то, что если мы себя негативно чувствуем, просматривая новости, это не значит, что именно с нами что-то не так. Это естественное чувство, присущее большинству людей. Согласно последним исследованиям ученых Великобритании, более половины опрошенных заявили, что использование таких социальных сетей, как Facebook и Twitter, делает их жизнь хуже. Но, естественно, это не значит, что нужно оставлять все как есть и впадать в депрессию. Ведь самый верный способ стать несчастным – это постоянно сравнивать свою жизнь с жизнью других людей. Мы рискуем слишком большое внимание уделять чужой жизни, забывая о своей. При этом мы никогда не знаем, как все обстоит на самом деле, видя лишь картинку и не знаем, каких усилий на самом деле это человеку стоило. Ведь за красивой фотографией в Инстаграме может скрываться более десятка неудачных. За постоянными походами в ночной клуб отсутствие счастливых и доверительных отношений. За великолепной карьерой тяжелый труд, постоянные курсы повышения квалификации и, возможно, меньше времени с семьей. Да, для достижения успеха необходимо трудиться, но давайте видеть полную картину, и тогда у нас будет выбор. Второе, о чем я предлагаю подумать, это то, какие именно посты вызывают у вас наиболее сильные эмоции. Какие новости друзей задевают вас больше всего? Скажем, это отношения или карьера, путешествие, социальная жизнь или внешность. И в следующий раз, когда вы поймаете себя на мысли «ну почему у меня не так?», не спешите расстраиваться. Это же замечательно. Значит, вы нашли именно ту область, которая требует внимания прямо сейчас. В этом чувстве неудовлетворенности заложена очень большая зона роста для нас, и она показывает нам, на какую именно область нам нужно обратить внимание и изменить что-то прямо сейчас. Скажем, карьера одногруппника не дает вам покоя. Самое время задать себе вопрос, а как дела обстоят с моей карьерой? Какой я вижу карьеру своей мечты и какие шаги я могу начать предпринимать прямо сейчас? Я предлагаю вам в следующий раз, когда вы снова почувствуете какое-то недовольство, переместить свое внимание с него на то, что это, осознание, какая это область жизни, как у меня там дела сейчас и что я хочу и могу начать с этим делать. И тогда вы приучите себя фокусироваться на своих возможностях и переводить их в действие. И уже одно привнесение осознанности туда изменит очень многое. Следующий пункт, к которому можно приступать, когда вы провели такой анализ сфер вашей жизни, разобрались, что вас расстраивает, и составили план, что вы будете с этим делать. Если после всего этого вас кто-то все равно постоянно беспокоит или раздражает, то просто отключите от него уведомления, оставив его при этом в друзьях. Он об этом даже не узнает, а вы продолжите наслаждаться общением и другими новостями. Четвертое, что мы можем сделать, это снова увидеть в наших одногруппниках реальных людей. Тех простых ребят, с которыми мы ходили в школу или сидели за одной партой, играли в песочнице. Для этого возьмите и пригласите одногруппника на кофе.
поболтать, побольше узнать о его жизни. И тогда вы снова увидите в нем реального, а не идеального человека. Человека со своими заботами и достижениями, со своей повседневной жизнью. И если так сложилось, что именно он добился того, чего хочется вам, то спросите совета. Люди очень любят, когда замечают их заслуги, и многие будут искренне рады помогать. А может и вовсе так сложится, что он порекомендует вас своему начальнику. И последний на сегодня, пятый пункт, который я считаю также очень-очень важный, это с утра, когда вы еще нежитесь в своей постельке, и рука автоматически тянется к телефону, проверить клиенту ВКонтакте или Инстаграма, отложите телефон на несколько минут и подумайте сначала о своей жизни. Например, достаньте и перечитайте свой список целей, или составьте план на день и задайте себе вопрос, как я могу сделать этот день замечательным и счастливым для меня. Попробуйте ставить свою жизнь на первое место и посмотрите, что из этого получится. Пишите в комментариях, что получается, какие возникают вопросы и какие у вас идеи на этот счет. Пока!